Йо-хо-хо! Надеюсь, это видео выйдет до 1 сентября. Сегодня я, великий, неповторимый и сексуальный альфа-самец, под никнеймом Крейс решил сделать вторую часть, где аниме с необычным визуальным стилем. Ладно, простите, я просто пытался привлечь зябриков. И да, можете после этого видео пойти и смотреть первую часть. Ну или хотя бы дать мне свой лайк. Бедному и непопулярному ютуберу, стримеру на Твиче. Сразу скажу, я попытаюсь сказать те аниме, которые не так популярны, или уже многие позабыли. И да, если досмотрите до конца, я сделаю вам сюрприз, от которого, надеюсь, не пострадаю, поскольку фанаты этого могут меня убить за одну ошибку. Первое аниме это Kill la Kill. Это очень знаковое аниме, поскольку вроде после выхода этого начали появляться более эротичные аниме, а возможно я выдумываю. Еще это аниме вышло из-под крыла Триггер, которые вышли такие аниме как Киберпанк, связанные, что меня заживо не убили, Милфа во Франции и многие другие произведения, которые очень уникальные. Я вообще мог просто говорить все аниме от этой студии, как мне предлагал комментатор. Но я думаю, что по такой великой студии можно сделать отдельное видео. Если будет достаточно лайков. И еще это аниме я рекомендую посмотреть с родителями. Угу. Ладно, история рассказывает о Рюко, девушка, которая ищет убийство своего отца. Ее поиски приводят в Академию Ханодзи, где она сталкивается с Сацки и ее элитной командой. В процессе Рюко находит специальную форму, которая наделяет ее невероятными силами. Аниме сочетает в себе элементы боевика, комедии и абсурда. Kill la Kill это яркий пример того, как аниме может быть одновременно безумным и осмысленным. Оно ломает жанровые стереотипы и предлагает зрителю чистую неудержимую энергию. Это аниме, которое заряжает адреналином и оставляет неизгладимое впечатление благодаря своей стилистике и дерзости. Мелочи жизни. Как я обожаю это аниме. Я его готов пересматривать кучу раз. И каждый раз, когда я смотрю, у меня появляется мысль, не попробовать ли сделать подобную анимацию. Она просто выглядит очень легко и так охуенно. Ладно, кратко по сюжету. Мелочи жизни рассказывает о повседневной жизни группы школьников и их учителей. Оно делает это через призму абсурда. Обычные ситуации вроде похода в школу или обеда превращаются в невероятные и совершенно непредсказуемые события. Комедия смешивает эксцентричное и необычное, создавая уникальный коктейль юмора. Мелочи жизни – это гимн повседневной жизни, превращает в нечто совершенно невероятное. Это аниме показывает, что комедия может быть как тонкой, так и абсурдной, и каждый найдет в нем что-то свое. Это идеальный сериал для тех, кто хочет отвлечься от реальной жизни и посмеяться от души. Фури-кури. Если очень честно, я бы не смотрел, но мне попадались некоторые моменты, да и кто смотрел, рекомендовали, и возможно на одном из стримов глянем. Ладно, начну читать с листка. История вращается вокруг Наоты, обычного школьника, жизнь которого резко меняется, когда в его жизнь врывается эксцентричная женщина по имени Харухара. В результате странных событий у Наоты из головы начинают вырастать роботы, что приводит к цепочке хаотичных и абсурдных ситуаций. Фури-кури – это история взросления, но рассказана через призму абсурда. Фури-кури – это культурное произведение, которое невозможно одновременно объяснить. Это микс хаоса, музыки и визуальных метафор. История монстров или цикл историй по-разному называется, если что, оригинальное название Моноготари. Арараки, ученик старшей школы, оказывается вовлечен в сверхъестественные события после встречи с вампиром. В процессе он помогает различным девушкам, сталкивающимся с загадочными существами, каждый из которых представляет собой физическое воплощение их внутренних проблем. История наполнена диалогами, метафорами и глубокими размышлениями о природе человека. Моноготари – это интеллектуальная головоломка, которая предлагает гораздо больше, чем просто экшен или романтику. Это аниме для тех, кто любит глубокие диалоги, необычные персонажи и философские размышления. Каждая серия – это маленькое произведение искусства, наполненное смыслом и скрытыми значениями. Надеюсь, ты уже поставил лайк этому видео и подписался на мой телеграм-канал, чтобы не потерять меня. Тырская челка и Пресвятой подвяз. Я почему-то всегда думал, что это не аниме. Хотя до 10 лет думал, что Дорама это такой же, как Губка Боб. Типа не аниме. Возможно из-за того, что я смотрел Дораму с детства, параллельно с Губкой. Так вот, трусики и чулочки, это сюжет. Ангелы Панти и Стонкинг отправляются на Землю для борьбы с демонами. Но вместо благодарных героинь мы встречаем двух грубых
и эксцентричных девушек, которые предпочитают вечеринки и развлечения своим обязанностям. Они сталкиваются с различными демоническими угрозами, используя свои необычные силы и не менее странными методами. Трюська и Чулко и Пресвятой Подвяз — это смелое, дерзкое и совершенно непредсказуемое аниме. Оно ломает все возможные стереотипы и предлагает нечто совершенно уникальное. Сказание о принцессе Кагуя. Это аниме я познакомился, когда учитель включил его на уроке, и я тогда просто проигнорировал, поскольку тогда я аниме воспринимал как обычный мульт, который для детей, а я типа не ребенок. Хотя многие аниме как раз для детей, но упустим этот момент. Так вот, адаптация древней японской легенды о принцессе Кагуя, которая была найдена внутри стебля бамбука. Она растет и становится прекрасной женщиной, привлекая внимание множества женихов, включая самого императора. Однако ее истинное происхождение и судьба оказываются гораздо более трагичными, чем можно было ожидать. Сказание о принцессе Кагуя — это поистине волшебное произведение, которое захватывает своей простотой и глубиной. Анимация выполнена в стиле традиционных японских рисунков, добавляет истории особую нежность и трагичность. Это аниме напоминает вам о красоте жизни и о том, как важно быть верным себе. Космический Дэнди, я уже думаю, всем вам надоел своими историями, так что по сюжету. Космический охотник за головами по имени Дэнди и его команда путешествуют по галактике в поисках редких инопланетян, чтобы заработать денег. Каждая серия — это новое приключение, часто наполнено абсурдным юмором и неожиданными поворотами сюжета. Несмотря на легкий и юмористичный тон, аниме заставляет глубокие темы о жизни и вселенной. Космический Дэнди — это настоящая жемчужина среди научно-фантастических комедий. Оно сочетает в себе легкость и философию, создавая уникальный коктейль приключения и размышления о смысле жизни. Это аниме для тех, кто любит исследовать новые миры и получает удовольствие от непредсказуемых сюжетов. Дети моря. Девочка по имени Рука, отстраненная от школьных занятий из-за инцидента, знакомится с двумя таинственными мальчиками, Юми и Сора, которые были воспитаны морем. Вместе они начинают исследовать таинственные явления, связанные с океаном и вселенной. Сюжет погружает зрителей в мистический мир, где границы между реальностью и магией стираются. Дитя моря — это медитативное и визуально привлекательное аниме, которое заставляет задуматься о глубинах вселенной и человеческой душе. Это произведение не для всех, но те, кто способен погрузиться в его атмосферу, найдет в нем множество тем для размышлений. Сонни Бой. Это аниме я смотрел с самого первого дня, и я многим его рекомендовал. Но не все говорят, что это скучно, неинтересно, да и на ютубе почти не было видео по этому аниме. Но как только оно полностью вышло и я смирился, оно резко стало популярным, и о нем начали снимать многие видео с разборами. И да, я до сих пор злюсь. И кстати, мне тоже самое произошло с монологом фармацевта. Когда оно вышло, почему-то о нем было мало видео и как будто про него никто не знал. Но как один популярный человек сказал, что это недооцененное аниме, тут же все вспомнили про это аниме. А возможно, мне дважды показалось. Ладно, извините, я снова отвлекся. Так вот, Сонни Бой. Группа школьников внезапно оказались в параллельной реальности, где у каждого появилась уникальные сверхспособности. Им предстоит разобраться, как использовать свои новые силы и как вернуться домой, одновременно сталкиваясь с философскими и моральными дилеммами. Аниме поднимает вопросы о свободе, ответственности и сущности реальности. Сонни Бой — это интеллектуальное и экспериментальное произведение, которое бросает вызов традиционным представлениям о повествовании в аниме. Это аниме для тех, кто готов размышлять над смыслом жизни и природой реальности. Его абсурдность и философский подход делают его уникальным в своем роде и не менее доступным для широкой аудитории. Ну а последнее и таинственное аниме, которое, думаю, все знают и смотрели, ведь это... да, Джоджо. Думаю, вы все быстро прошлись и увидели. Я могу рассказать краткий сюжет всех частей, но думаю, что такое произведение, как Джоджо, заслуживает отдельное видео. Я думаю, что каждый согласен, что каждый из этих аниме — уникальный опыт, который предлагает зрителю что-то особое. Некоторые из них стали культовыми благодаря своим новаторским идеям и яркими персонажами, тогда как другие более экспериментальные или специфические. Подписывайтесь на мой телеграм, твич и ютуб. Также не забывайте про лайк. И еще увидимся.